Пуньк, 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 пуньк. Не, ну это хорошо, мы хотя бы откроем там территорию, потому что там чуть-чуть она не открыта. Это с одной стороны, а с другой стороны, это там бежать, конечно, бежать там, конечно, да. И еще одно нападение. Прикалываетесь, что ли? Что там за засады такие непонятные? Это, получается, с двух сторон обсадили. Они могли меня с двух сторон обсадить, и все, я бы ничего не сделал. Обсадили бы меня. Как хорошо, что есть такая штука, как факел, да? Особенно в таких темных таких играх. Ну, это ж не хоррор, чтобы так темно было. Хотя... Ну, хотя это у нас сейчас идешь там по городу, допустим, и там светло. Но светло-то за счет того, что свет много где горит, и это город. А вот в деревне, да, в деревне реально там выезжаешь, если прям вот далеко за город, то да, там прям вообще ничего не видно. Что за кусты? Откуда они тут взялись вообще? Парадам, парабрам, парабрам, парабрам. Так, все понятно. Откуда они взялись, это все... Это все какие-то скалистые небольшие горы, небольшие равнины. Тише, тише. Это что, мне ее типа тут найти, искать надо? Ну давайте сразу в центр. Блин, а мы вот почему ночью поперлись на самом-то деле? Надо было днем перед... Во, лагерь. Так, Сивочка моя дорогая, ты постой здесь. Мы с тобой достанем вот так вот меч. Хотя от кого мы прячемся? Все равно нас будет видно, как ни крути. Так, она там где-то похищена, ее где-то там держит, кто-то там. Лагерь у нас вот тут, да? Так, Сивка пусть поближе. Пара-па-пар-па-па. Кто? Где? Откуда орут? Вот я понять не могу. Что ты хочешь? Что ты хочешь, братан? Пошли в поле. Пошли 1 на 1 в поле. Пошли. И чё? Прибежала только Сивка. You're in the wrong place at the wrong time. Raise the alarm! I'll slaughter you. Чё-то я как-то, да, не рассчитал. А можно мне, пожалуйста, добить вот этого вот? Нет? Можно, сука, переключиться на пару секунд, а? Пиздец. Прикол просто охуенный.
Вот это реально тупо, блядь. Там чувак сдается, да? И на него у меня не получилось переключиться. Я нажимал на тап несколько раз. Я и перед ним его нажимал. И не перед ним ничего вообще. Вот так вот нельзя было сделать, да? Нажать, взять и... Чего там? Ключ от сарая. Ой. Забираем. Охотничья стрела тоже заберем. Факел. Где там этот мудак еще один? Эти вообще на меня голые побежали. Им, наверное, хорошо было. Один убежал, блядь, из-за вот этого вот тупорылейшего таба, блядь. Как это работает? Почему я просто не мог взять и, блядь, снять с него таргет? Не понимаю. Или реально, ну вот тот чувак был живой, это противник, по сути. Почему я не мог просто на него, блядь, переключиться? Где ее спасти? I'll do anything. Just please take me away from here. Подожди пока немножко, не бойся, не переживай, я твой спаситель. Индриш тебя пришел спасти. Давайте, что нам отвар с календулы маханем. Что нам его копить? Хаванем. Чтобы у нас все хорошо было. Свинка, да. А повязки, кстати, нам, может, нужно наложить, не? Повязочку, может, куда-то надо, не? Не, повязочку никуда не надо, все хорошо. Ладно, и да, и нужно сразу вот это мы починим, это мы не будем, это не наше. А вот это вот все наше, да? Или не все? Вроде все, да, у них не было таких дорогих шмоток. Они бомжики, бомжульки. И портного. Портного. Ну все, надо будет потом закупать их снова. Ага, ключ сарая. Ну хорошо, он ничего не весит. Окей. Доспехи. Давайте перекинем на сивку. Вот это. И вот это тоже на сивку. Так. И погоди, там немножко я сейчас обыщу здесь все. Может, тут есть сундучки, мне, чтобы потренироваться. Один там был, я точно помню, но может есть еще. Вроде ничего нет, вроде только один сундучок. Мне надо для тренировочки. Ой. Ну давай. Опа. Вскрыто. Открыть. А, вот почему они голые были. Они просто не успели одеться. Ну хорошо. Нам-то какая разница? Нам главное, чтобы... чтобы все было хорошо у нас. То, что они не успели одеться, это их проблемы, да? Отлично. Получается, нам схалявило двоих. Схалявило нам, да? Одного, правда, мы не добили, но, в принципе, получается, в нем ничего не было. Это, ладно, не так жалко, но все равно, ну это разбойник, надо было его добить. Это Г.
Ну что, где еще что взяли, нет? Из оружия. Ну ладно, нет так нет. И т.т. т.д. и т.д. Где она там? Здравствуйте. А теперь они тебя не Where did обидят. you find me? Как же ты меня нашел? Флориал рассказал мне, где тебя искать. Какая я дура, я думала, что он приличный человек, оказалось, что он злодей заодно с этими ворами. Да еще и трус. Он все это время знал, This whole где я. time he knew where I was. Ради бога, замолчи, еще так. А я бы попытался сразу тебя освободить. Поговори с Флорианом об... Ради бога, замолчи, типа, заткнись, типа, наверное. Я пытался это типа ты на что-то, типа я твой спаситель намекаешь, да? Типа я твой спаситель, а ты одинокая девушка такая. А почему он не виноват? Ну он получается, что, ну да, он же не виноват. Они просто узнали его и ну, типа, узнали, что он этот там может чеканить, и все, ну да, он не виноват, по сути, получается. Флориан не виноват. Его запутали, он, что с тобой что-нибудь... Ты прав, наверное, бедный Флориан испугался еще больше, чем я. Не, ну не до такой степени, это точно. Я думаю, нам пройти. Ну, пошли, Павел. Я пойду с тобой, я бы не хотел, чтобы с тобой что-нибудь еще... Но, а то, блядь, не дойдет, еще где-нибудь споткнется, лицо разобьет, и все. Прям даже вот так, да. Ну хорошо. Все, да? Это ты, Эстер? Нет, торговка. Хорошо. Давай, чтобы никто не слышал. Легко. Доброе утро. Чем могу служить? Фальшивомонетчики. Я нашел твою Эстер. Я знаю, она уже здесь. Как мне отблагодарить тебя? Деньги давай нам. Скажи мне все, что касается этого работы. Однажды вечером они нашли меня в корчме, поймали, когда я выходил отлить, и начали приставать ко мне, уговаривая работать. Они? Да, Рапота и рыцарь, которого он звал Пан Ежик. А что потом? Они объяснили, что им от меня нужно, и я посоветовал. Я полагаю, что закончилось все не очень хорошо. Но и не так плохо, они просто швырнули меня в кучу дерьма и ушли. Я решил, что это была пьяная шутка, но потом они похитили Эстер. Почему ты ничего не сказал об этом? Сначала я решил, что это дурная шутка, а затем, когда они схватили Эстер, уже ничего нельзя было сделать. Шо, где Рапота? Где мне найти этого пидюка? Он обычно там же, где... Он следит за мной, куда бы я ни пошел. А когда я дома, он сидит в лавке на площади и наблюдает за моим домом. Так, где он сейчас? Трудно сказать. Иногда он бывает в корчме на городской площади, где покупают припасы. Хорошо, по крайней мере, я знаю, с чего начать. А завтра ты пойдешь на работу, слышишь? Зачем? Потому что нам нужно выманить его. Да и твой мастер будет очень рад тебя видеть. Сомневаюсь я. Почему? Я пойду, пока он не сбежал. Найди работу, задачу. Удачи и спасибо за помощь. Игра сохранена. Игра сохранена, это хорошо. Ой. Хорошо, я не буду вам мешать. Молодой человек, спите, пожалуйста, спите.
Ничего себе, ты быстро, конечно, да, вот это да. Быстрая наша сивка, супер, прям очень быстрая, да. Кстати, а мы же, у нас же... там все, уже то все продал. Чё у нас тут по... Чё тут у нас по... Давайте посмотрим, что у нас тут это по... Там, где это... Журнал. Все. Хорошо, для изготовления фальшива нужна ртуть. Это вещество не является где попало. Наверняка им посадили жители Сазауэр. Привел меня к канцелярии смотрителя, по словам художника-помощника смотрителя, умышленно. Да, это нам ему пизделей нужно дать. Прийти, типа сказать, ты чё, сука, продаешь ртуть, куда ты ее дел? Ну, я же говорю, все Г связано с монастырем. Нормально. Хорошие люди в монастыре работают, да. Ведьм там якобы сжигают, там всякие. Мы там Иисусу, там все дела, Богу, ага, конечно, да. И налево нахуй разбойникам продают ртуть. Неплохо. Они скажут, ну нам же нужно за что-то жить. Я скажу, вы не охуели, вам как бы крестьяне и люди, которым вам верят, приносят каждый день типа эти монеты, типа пожертвования. Вы же их не раздаете бедным, как вы якобы говорите. Поэтому не надо мне заливать тут. Хорошо? Да, кстати, знаете что, о чем мы не поспали? Там нужно было поспать, я помню. Я помню, мы там могли поспать. Почему мы не поспали? Вот это, конечно, да. Ну ладно, мы тогда чисто... А ты тут откуда взялся, слышь, братан? Ты с того момента выстрелить? Может, ты прикалываешься? А можно где-нибудь прилечь? Тут я не прилягу, тут все занято. Заснуть, сохраниться. Вот так вот. Часок поспим, чтобы сохраниться. Что за звук был? Ага. Хорошо. К кому привело это нас? Привел меня в канцелярию смотрителя. По словам художника, может... Так а как его зовут? Смотрителя этого ему ртуть. Здесь же за фонаряном, когда тут идет на работу и возвращается обратно. Кроме этого, он часто сидит на рыночной площади и наблюдает за домом Флориана. Так и кто мне нужен? Опа. Сложный замок. Еще сложный замок. В натуре. Ну-ка давай-ка вот так вот мы так вот. Опа-на. Оп. Вот тут вообще просто можно открыть. Взять все. Это типа библиотека какая-то, да? Мы можем все это прочитать и покачать этот, как его? Легко. 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 Тут у нас что? Ага. Еще вот сундучок, я смотрю, вот тут вот. Очень сложно, да? Тут куда у нас дверь ведет? Тебе показалось. Тебе показалось, тут все хорошо. А куда вот это ведет? Это куда-то... А ты тут откуда взялся? Тебя ж тут не было, да? Алло. Это ты мудила, да? Смотритель. Я надеюсь, что мои скромные услуги будут тебе полезны. Конечно. Я еще ртуть. У вас случайно ее нет? Поговори с моим помощником, он занимается такими пустяками. Хорошо, спасибо.
Значит, это помощник. А ты можешь сказать, где твой помощник? Ты помощник? Брат-привратник. И тут нет ручки. И что мне для твоего помощника сейчас бегать по монастырю искать? Ты прикалываешься? Где я его найду? А почему он просто не сказал... Вот это вот сложно, да? Я могу зайти отсюда и обогнуть вот тут, и все. И я буду там, поэтому... Ничего сложного в этом не вижу. И где мне этому мудилу искать? Может, в квестах что-нибудь поменялось? Ничего не поменялось. Открыть. Что у нас по хавке? 95. А, я и тут нарушаю закон. Помощник смотрителя. Надеюсь, что смогу тебе помочь, рыцарь. Конечно, поможешь. У тебя есть ртуть, у тебя есть. Кто тебя прислал? В смысле, кто тебя прислал? Тот бедный художник. Я есть по поручению мастера, работающего над фресками. Он сказал, что уже 4 раза ходил к тебе пустыми руками. Тогда у меня ее нет. Это звучит так, будто ты не хочешь. Дело не в том, что я не хочу, я просто не могу. Почему ты не можешь продать ее мне? Если ты воруешь, тебя ждут большие неприятности. Не лги мне. Но в монастыре как-то так, ну, это опасно. Вдруг он скажет, да пошел ты, ты мне ничего не сделаешь, тут много стражей, и вообще ты тут не смеешь поднимать меч. Но я-то посмею, потому что меня не спаслали боги с небес, ну или один бог, без разницы. Ну ладно, давай так. И ясно, ты не можешь, потому что у тебя ее нет. А у тебя ее нет, потому что ты продал ее через заднюю. Предположим, что это так. Я не понимаю, какое тебе до этого дело. А что если я скажу, что посланник гетмана короля Рацига Кобыла, а ты ввязался с шайкой фальшивомонетчиков? Фальшивомонетчиков, что ты имеешь в виду? То, что тебя повесят. Где-то неподалеку находится мастерская фальшивомонетчиков, им нужна ртуть, чтобы изготовление сморжи. Какое я имею отношение к мастеру фальшивомонетчика? Это для меня пустой звук. И ты говоришь, что тебя прислал наш пан, так и поверю. А ну сюда иди, мразь. Хорошо, уебок, не хочешь хорошему будет. Чего уж немедленно отвечаешь, что ты сделал с товаром? Ничего, я не советую тебе успокоиться, мы на Святой Земле, мне насрать, давай. И ты смеешь напоминать мне о Святой Земле, лживый вор и мошенник грязь. Что делаешь, шлюха? Это богохульство, это ты богохульник. Я тебе покажу богохульство, я уверен, ты помнишь, как наш Господь поступил с... Что ты хочешь сказать? Ты же не будешь меня бить? Я тебя отпищу. Скажи мне, что здесь происходит, у меня бы... Боже мой, но я ничего не знал о фальшивомонетчиках. То есть ты мне напил. Ради твоего же блага, надеюсь, что это правда, а теперь расскажи мне, что... Клянусь, я обычно не делаю такие вещи. Ближе к делу, вот именно, давай. Они пришли днем прямо ко мне в канцелярию, смотритель отлучился по своим делам, и ради бабла решил херню это заниматься. Какой-то рыцарь без креста, но с оружием. Он назвался паном Ежиком, и с ним был слуга, которого он звал Рапотой. Нечестный парень в желтом плаще. Он все время что-то насвистывал. Они сказали, что им нужна вся ртуть, которую заказывает наш монастырь. Конечно, я сказал им, что это невозможно. А что потом? Они начали угрожать? Ни разу. Они пытались подкупить меня, когда я отказался, они перешли к угрозам. Чем они тебе... Что ты передаешь? Как ты передаешь им ртуть? Как ты передаешь им ртуть? Я отношу ее к холмам за монастырем, там растет большое дерево, а под ним стоит маленькая часовня. Иногда меня ждет работа, а если нет, я просто отваливаю, оставляю там ртуть. Чем они тебе угрожали?
Ну, мне это интересно. Они сказали, что у них есть знакомые в монастыре, и они сделают так, что меня изобьют и выгонят из монастыря. Ой, за воровство. А ты воровал, я имею в виду до этого. Ты знаешь, как это? Я стираю пальцы до костей, а мне платят крохи. Значит, они знали о тебе. Да, они знали, как меня зовут и все остальное. Хорошо, спасибо. Желаю, да. Себе тоже пожелай, пожалуйста. Удачи. Мудила. И чё? Я все узнал. Журнал работы следователя, когда тот видит, идет на работу и возвращается обратно. Кроме этого, он часто сидит на рыночной площади и наблюдает за домом Флориана. И что? Все это, все, что мне надо было спросить, куда он там что-то там ртуть, что он... Убедиться просто в том, что это он продает ртуть, да? Ну, хорошо, мы повесим, короче, всех, кто к этому причастен. Пора завязывать с этой хуйней. Я смотрю, тут в монастыре в Сазаве очень много каких-то немножко охуевших. Вот этот, вот здесь вот один. По-моему, еще здесь кто-то. Немножко туповатая, это как мыльщица одна, да. Тут, короче, надо всех, всех, блядь, под корень. Просто под корень. Так, где он сказал, ну, сидит, ждет, когда возвращается до Флориана, когда... Кроме этого, он часто сидит на рыночной площади и наблюдает за домом Флориана. На рыночной площади, значит, да? Вот это рыночная площадь, как я понимаю, потому что здесь везде дороги. Флориан у нас, Флориан здесь живет, да? Да, Флориан у нас там живет. Получается, он где-то сидит вот здесь вот на рыночной площади и смотрит, да? Наблюдатель. Так, стоп. Флориан. Вот здесь вот Флориан, да? Бля, нет. А где он был? А, вот он здесь. Точно, да, там хавкой продавали. Хавку продавали. Продавали хавку. Продавали. А, ты сейчас на работе, да? Сивка. Ну, сейчас, получается, он не будет следить, да? За этим. Вообще, я думаю, что он подписан. Как его зовут еще раз? Работа. Ну ты стражник, тут понятно, да. Ага. Это не ты? Сазавский писарь, стражник, горожанка. Вот ты тут вот в темном капюшоне очень подозрительный. Шарлатан. Еще один стражник. Тёлка, может, ты удовлетворяешься? А чё ты кто такой? Henry, put that weapon away before a guard sees you. It's not allowed here. Come right up. It's Да. a waste for your eyes and your stomach. Ты типа хороший шарлатан, да? А, я тебя знаю, я тебя откуда-то знаю. А откуда же я тебя I know знаю? you from somewhere. Ты мне назвал его имя только что, алло. Where do I know you from? Что? Of course. Ну, конечно, мой сын. Ты был в лодке, сделанной из костей, и я возлагал тебе на голову терновый венец. Кстати, мы монастырь не подпиздили. Надо не забыть потом подпиздить чуток монастырь. Так ты ж ничего не... А, вот. Подпиздить чуток монастыре. Корень мандрагоры.
Золотые другие. Прочитать только после достижения 5-го. Ее прочитать только после... Ну давайте купим. На тебе бабло. Давай тебе сразу насивку отдадим. И что ты хочешь? Насчет твоего странного сна, что-то такое, что тебе станет любопытно. Тот сон, да, тот самый сон длился наяву. Мне снилось, что молодой человек станет моим подмастерьем, моим учеником в торговле чудесами. Ну его не просто так шарлатаном называют, понятно. Я, должно быть, шутишь, значит мне повезло. Это сарказм, да, или нет? Я, ты должно быть шутишь. И что должно быть? Кто же еще? Как тебя зовут, юноша? Инж, это сильный имя. Ну да. Итак, Инж, ты готов стать моим учеником? Учеником? Кто это такой? И какие обязанности подмастерья? Может, это какой-то просто такой интересный мини-квестик? Давайте пока откажемся. Нет, я точно не буду твоим подмастерьем. Жаль, но возможно провидение еще слетит нить этой. Дай попробую еще с тобой поговорить. Да, вот, можно будет чуть что потом все-таки стать его подмастерьем. Может, это мини-квест интересный, но я хочу сначала с этим тем каким-то там мудаком. Этим мудаком разобраться. Одинокая лошадка, кто тебя тут оставил? Это случайно не ты следишь, это игрок. Служанка из корчмы. Может, ты где-нибудь здесь? Горожан, да, корчма. Ага. Мы видели, как лошадь исчезла и телепортировалась сзади нас. Хорошо. Сколько время? Да. Давайте мы сделаем просто следующим образом. Мы вот тут вот так вот мы спрячемся. Типа... Ой. Типа нас не видно. Мы просто стоим. И вот там, я думаю, они недолго, там до 19 часов, может, они работают где-то. Он придет. И поскольку, когда он дома, тот чувак, Рапотта, следит за ним следит за его домом, мы просто найдем его, пока он будет следить за домом, да. Мудачок тут уже дома. Еще бы понять, реально дома ли он. Ты дома? Он не дома. Ладно, подождем еще чуть-чуть. Подождем еще чуть-чуть. Подождем еще чуть-чуть. Ты дома? Да, сука. Ты что, прикалываешься, что ли? А сейчас ты будешь дома? Братан, можно, чтобы ты был дома? Можно, чтобы ты появился дома и все, и хорошо. И будет всем хорошо, давай. Хорошо, давай еще 1 час подождем, что пойдем туда. Бля, где тот был, у которого... у которого он работает, понятно. Все, вспомнил. Вот он вот здесь вот был точно. Хорошо, побежали туда.
Беспонтовая трата времени, да? Бесполезно потратили время. Ну ладно. Папара, да, вот сюда вот нам надо бежать. И он где-то вот... он работал вот здесь. Вот. Он работал здесь, и где твой... Оп. Пара-па-пар-па-пар-па-пар-па-пам. Это мы все открывали. Но этот спит, окей. Мастер Иероним. Не хочу, это опасно. Сивка. Ты кто такой? Сия. А может ты врешь? Может этот чувак, который... Ой. Да, давно мы так, конечно, не нажимали случайно, но хорошо. Получается, что у нас получается? Получается, что нихуя не получается нормального. Мы идем обратно, и... Ой. И сытость у нас падает, и энергия у нас тоже падает, и все у нас падает. И где там дом этого... Вот это вот... Ой. Вот это вот его дом. Ты дома? Легко. А вот это вот чувак, ты кто такой? Он так странно свистит, разговаривает и свистит. Работа, знаешь что? Тебя спалили разработчики, потому что ты подписан Работа. И знаешь, что я с тобой сделаю? Я тебе, наверное, может сразу пиздюлей тебе дать. Потому что ты, может, начнешь убегать, как обычно все это делают. Потому что от Эндржиха убегают все. Давай с тобой поговорим. Ты случайно не рад? Ты там уже написано было. Ты случайно не раб? У тебя работа? Прости, мы знакомы. Ну да, нет, но я надеюсь, что мы сейчас папа. Дело в том, что я спешу, мне нужно идти. Это не отнимет много времени. Проткни ему пузо просто. Ну хорошо, что тебе нужно? Я знаю, что ты покупаешь мест для фальшивомонетчиков. Я знаю, что следишь за Флорианом. Я знаю, что ты следишь за Флорианом. Я знаю, что ты участвовал в похищении мыльщицы. Я знаю, что почему... кажется, оправдываться нет смысла. Ну, конечно, нет, поэтому тебе нужно будет сделать хараки. Нет, не имеет. Ты теперь скажи. Конечно, конечно, это наверное, лучший выход. Итак. Давай оставим это на другой раз. Куда тут? А где он? Стражники, знаете что? А вы нихуя вообще не делаете. Я вам кричал, пацаны, там мудак этот. И чё? Сбежал, ладно, может быть я поймаю его той часовню, который говорил... Какой часовню, блядь?
Ты думаешь, я помню, где часовня? А он туда побежал. Я, если честно, как-то даже сомневаюсь, что он побежал туда. Тем более там никого не будет. Моя работа, задача не выполнена. Yeah. Тарапапар-папапар-папапара. Он вообще, он прям реально как будто исчез просто. Он как будто телепортировался куда-то, он просто у меня из глаз исчез. Мы уже здесь были. Оп. Лошадь. Это не та лошадь? Долбоёб. Entertainment? Great. Да, отлично. I give up. Ну, конечно, ты сдаешься. А So, теперь говори. Are you ready to talk? Итак, ты будешь говорить? Буду, только, пожалуйста, не бей меня. Да, конечно. Что тебе от меня нужно? Tell me where the workshop is. Скажи мне, где мастерская. Don't worry. Не бойся, твой хозяин не накажет тебя за предательство. У нас обоих будет слишком много других неприятностей. А она в Скалинском руднике. That doesn't narrow it down very much. Он довольно большой. А на восточной стороне Скалицы горы есть заброшенная штольня. Ну, раньше она была заброшенная, теперь перед входом у нее есть небольшой лагерь, а внутри мастерская. А кто твой господин? Пан Ежик из Ронова, так мы его называем, хотя замка в Ронове уже давно нет. А что случилось с замком в Ронове? Раньше он принадлежал Ченику Лихтенбургскому. После его смерти замок захватил марграф Йост и сравнял его с землей. Он знал, что вассалы... Зачем? Всем известно, что в случае смерти хозяина замка король может передать его владение любому своему подданному. Но у Че был наследники. Марграфу удалось захватить Ронов только потому, что он объявил... А все из-за того, что Ченик отказался сражаться вместе с ним. Пан Ежик возглавил восстание вассалов, но Йост окружил их армию. Спасся только пан Ежик, и с той поры... Кто ты такой? Да мне не интересно, сам ты кто такой. Меня зовут Рапота. Когда-то я был помощником палача How did you но... come to be serving Sir Yezhak? Оказалось, нужно его... Я помог бежать ему из темницы, если уж служить кому-то так лучше пану Ежику, чем палачу. So you saw being a Значит, ты brigand решил, что as a step помогать разбойнику более... Я думал, что если все изменится и он перестанет грабить, Well, он... after this little escapade, you can Уверяю тебя, что теперь можешь забыть обо всем этом. Тебе повезет, если ты окончишь жизнь ненавистницы. Теперь же все равно, я предал его. Ну да. На кого работает Ежик? Только не говори мне, что в один прекрасный день ему взвело в голову чеканить фальшивые монеты. Этого я не знаю. Пан Ежик часто встречался с другими панами. such as Например, с кем? Мы часто гостили в монастыре, но я спал на сеновале и ничего не слышал. apart from that. А кроме этого, в монастыре. Понятно, нахуй. В лагере я никогда не видел дворянина из Венгрии, но я не знаю, что он там делал и кто он такой. В монастыре он там часто был. Я уже достаточно услышал, блядь. Об одной вещи, да. Какой? Я не хочу болтать с ненавистницей, это ужасная смерть. Лучше убей меня прямо сейчас. Конечно. Может, его нужно будет там допросить, хотя он уже все уже мне рассказал. As Да, you wish. давай, ты меня заставил побегать, поэтому все. Господь всемогущий на небесах. Ага. И ты решил, короче, да, снова, чтобы я за тобой побегал, да?
Сивка. Ты же хотела, чтобы я тебя убил. Зачем ты побежал от меня? Дурачок. Не знаю, короче, он убежал, не хочу за ним гоняться. Сдохнет голодной смертью, скажем так. Заручись с помощью Ульриха. А зачем? Найди вход в штольню среди скалецких холмов. Ага. Ладно. У нас все целенькое, потому что нам нужно, видимо, идти на Мохач, да? И там Мохач такой нормально, потому что нам даже нужно заручиться поддержкой нашего старого пердуна. А еще. Пока вот сюда вот так вот оденем, засунем, да? Поскольку наши всякие вот эти вот монастыри хорошие, да, крутые монастыри, занимаются... Ну, они тут все спят, посмотрим, смотритель. Я хотел просто чуть-чуть там, да, помочь им избавиться от хлама, раз они помогают разбойникам. Я смотрю, тут далеко не один этот помогает. А вы кто? Каменщики. Ничего себе. А вы что, до ночи работаете, да? Ага. Ничего страшного, энергии мы побежим в этот. Побежим за Ульрихом, и там мы поспим, там мы как раз сохранимся, там мы как раз покушаем.